Приветствую вас! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», и сегодня мы будем говорить о том, почему же так происходит. Люди вас не ценят. Когда женщина приходит ко мне и жалуется, меня не ценят, они не учитывают мои желания, они не учитывают мои ожидания, меня заставляют постоянно уступать в чем-то, меня заставляют постоянно делать то, что мне не нравится, мне достается самое невкусное, самое неинтересное, мне приходится со мной мириться, мне приходится то, мне приходится это, и это так грустно. А что же с этим делать? Потому что когда я таким женщинам задаю вопрос, а что ты хочешь? И вот здесь происходит самое интересное, чтобы меня оставили в покое. Мои дорогие, но чтобы вас оставили в покое, вы облегчения не испытаете. Потому что те, кто вас сегодня не ценит, оставят вас в покое. Но придут же следующие. Свято место пусто не бывает. Придут следующие, и они, как последние гады, будут вести себя точно так же. И вам снова будет неприятно, и вы снова будете ограничиваться, и вы снова будете терпеть какие-нибудь препятствия, какие-то запреты, вы должны будете отказываться от чего-то, и вы снова будете чувствовать вот это идиотское чувство, которое не дает в душе покоя, меня не ценят. Почему так происходит? А происходит вот почему. Как бы банально это ни казалось или не звучало сейчас для вас, мы сами показываем другим людям пример. В чем это проявляется? А это проявляется в том, что мы сами где-то что-то, кто-то не доделал, мы промолчали. Ну, мы же хотим быть хорошей девочкой. На самом деле мы человеку дали точно так же сейчас понять, ей можно не заканчивать. Она утрется и промолчит. Кто-то нахамил. Мы не ответили, не поставили человека на место. Значит, человек понимает, нас можно не уважать. Кто-то взял и взял без нашего разрешения. И не собирается отдавать. А мы молчим. А это значит, человек понимает, боже мой, на ее территорию набегать можно постоянно, у нее можно брать деньги из кошелька, кофточку из шкафа, можно перекладывать ее вещи куда-нибудь, забирать ее хороший стул, я не знаю, письменные принадлежности, выгонять ее из-за компьютера, можно делать все, что угодно, она стерпит. Почему? А потому что она сама себя не ценит. Она всем демонстрирует, что с ней так можно. То есть, когда мы молча проглатываем все, что нас не устраивает, мы другим даем пример. С нами так можно поступать, потому что все начинается с нас самих. И если у вас сейчас возник вопрос, елки-палки, ну хорошо, ладно, я поняла, это делать неправильно, это делать нехорошо, как иначе? А вот теперь давайте разберемся, как иначе? Банальный вопрос, на который и жалоба, претензия ко всем мужчинам, большинству мужчин, они не дарят мне цветы. Я ему 2 раза сказала, особенно жены уже, которые в отношениях несколько лет, я ему 2 раза сказала, а он мне ничего не купил. Он мне приносит какой-то веник только на 8 марта, в лучшем случае он даже годовщину свадьбы забывает там, или еще чего-нибудь, и на мой день рождения может не принести. Так вот, мои дорогие, если он не принес вам цветы, и вы промолчали, это значит, так можно. А вот если он вчера не принес цветы, а сегодня из тех денег, которые отложили там ему, я не знаю, на игру, на какой-то его любимый спиннинг, вы взяли деньги и сказали, ты знаешь, ты вчера забыл цветы подарить мне, сегодня я от твоего имени подарила сама себе. И мужчина, вот бывают такие ситуации, мужчина не умеет или не любит выбирать цветы, чтобы не промахнуться. И если вы предложите, у меня есть очень много знакомых, которые именно в таких отношениях с мужьями. Мужья просто выделяют это тебе на цветы. И жены идут, покупают те цветы, какие им нравятся. Потому что сегодня ей хочется розы, завтра ей хочется тюльпаны, а послезавтра банальных васильков или ландышей. Откуда он может угадать, если у него одни цветы розы и не розы? Он не угадает. Зато она всегда при цветах, которые ей нравятся, она всегда ему говорит, любимый, посмотри, какие ты мне сегодня цветы подарил. Рецепт счастья в семейной жизни. Но это не все еще. Цветы – это только начало. Если вам принесли в ресторане, в кафе, кто-то из родственников приготовил откровенную фигню, которую есть невозможно, не надо давиться из приличия. Скажите, я не буду это есть. Это невкусно. Не хотите портить отношения, не говорите, это невкусно, скажите, я не буду это есть. Встаньте и приготовьте себе то, что вам нравится. Сделайте так, как вам удобно. Накрыли в ресторане, в кафе вам грязную вчерашнюю скатерть, заставьте сменить. Да, побухтят официанты, но они сменят. А тот, кто будет рядом с вами, поймет, что с вами нужно вот так, уважительно. Потому что при случае можете ткнуть носом в самый неудобный момент.
Приехали отдыхать. Вам не понравилось, как убран номер? Вам не понравилось, какой номер вы оплатили? Вы не хотите в таком жить? Вас туристическое агентство, может быть, ввело в заблуждение или не сказали сразу, что это за гостиница. Доплатите, повысьте категорию номера. Живите в тех условиях, в которых вам комфортно. И вы всем даете сразу понять. Мало того, вы своим детям даете пример, как нужно себя уважать. И если вы понимаете, что вы едете куда-то на периферию или там еще куда-нибудь, где не будет привычных для вас условий, везите свои любимые полотенчики. Да, это будет больше места в багаже, но это будет так, как вам комфортно. Потому что вы всем будете показывать: я себя ценю, для меня это важно. И тогда другие люди, предлагая вам что-то, будут учитывать ваши интересы. Они будут делать то, что важно для вас, а не то, что они хотят вот так на отцепись для вас сделать. Я думаю, после сегодняшнего видео вы пересмотрите отношение к тому, как вы поступаете по отношению к себе, как поступают другие по отношению к вам. Вы найдете уже сегодня для себя первые шаги, что вы можете изменить, чтобы дать другим понять, как вы цените и уважаете себя. Я от всей души желаю вам начинать ценить себя, относиться к себе с уважением, ну а в комментариях жду от вас, что вы предпримете сегодня уже, завтра максимум, для того, чтобы вы показали другим людям пример, как нужно вас ценить. С вами была Алла Касаткина. Жду ваших комментариев, вопросов. Ставим лайки, пишем и встречаемся в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки!